Всем привет! Сегодня у нас очередная видеопрогулка по городу Харькову, в которой мы продолжим тему переименования улиц города и не только улиц. В одном из прошлых видео мы затрагивали тему переименования Южной железной дороги и Южного вокзала. На этот раз в Харькове хотят переименовать парк Горького. Варианты новых названий появились в комментариях к публикации в Facebook Харьковской топонимической группе. Предлагают просто избавиться от имени Горького в названии и назвать парк просто Центральным или Центральный парк культуры и отдыха. По информации депутата Харьковского горсовета Дмитрия Булаха, в мэрии тоже есть консенсус по поводу нового названия, без упоминания Горького. Какие еще предложили варианты харьковчане для нового названия парка? Например, Динамовский, Сумской, Нагорный, Харпарк, Железнодорожный, Авиационный и Саржин-парк. На канале есть отдельное видео, в котором я рассказываю историю основания парка. Видео очень интересное, а посмотреть его сможете, если пройдете по ссылке в описании к видео, которое сейчас смотрите. С началом полномасштабного вторжения парк не раз обстреливала армия РФ. Так 2 апреля на территории парка взорвались несколько снарядов. Пострадали аттракционы «Барбадос» и «Индия». При обстреле в парке работали люди. Один из озеленителей, 57-летний мужчина, получил ранение и был доставлен в больницу. В начале мая после обстрела в парке возник пожар. Горели деревянные конструкции детских аттракционов. Одна женщина получила осколочные ранения. В начале июня был обстрелян аттракцион «Американские горки». А 7 февраля 2023 года на аллею парка упала российская ракета. Кстати, Харьковская область в числе лидеров по количеству сигналов воздушной тревоги за год. По состоянию на 22 февраля 2023 года в Харьковской области было объявлено 1778 воздушных тревог. Они продолжались 62 дня, 7 часов и 21 минуту. Возвращаясь к теме переименования улиц, как объяснил мэр Харькова Игорь Терехов, в городе будет частичное переименование улиц, чтобы люди смогли привыкнуть. Возможно все сделать, но какой эффект это даст? Поэтому мы частично будем переименовывать. Это позволит людям привыкнуть. Сейчас подлежат переименованию 500 объектов, названия улиц и переулков. Переименование очень большие затраты и очень много неудобств. Надо людям будет переоформлять очень много документов. Поэтому мы выбрали частичное переименование, добавил Игорь Терехов. Давайте пробежимся еще немножко по другим новостям, по другим событиям, которые происходят в наши дни в городе Харькове. Например, в переходе станции метро «Университет» открыли выставку «Ангелы спорта», посвященную спортсменам, которые погибли на войне. На каждом портрете есть QR-код. Его можно просканировать и узнать про погибших больше информации. За год полномасштабной войны в Харькове погибли 106 медицинских работников, 33 из которых на рабочем месте.
Страна устояла, устояла и медицинская система. Это прежде всего люди, медицинские работники, которые с утра 24 февраля вышли на свои рабочие места и продолжили выполнять свою работу – лечить, спасать и ставить на ноги своих пациентов. Они же продолжают это делать до сих пор, даже в условиях отключения света и обстрелов все 365 дней. Помним каждого, кто отдал свою жизнь в этой войне. Спасибо всем, кто добросовестно выполняет неоценимую работу по спасению других. Ми з вами знаходимося у майстерні відомого харківського скульптора Михайла Яченка, який зараз займається виробництвом пам'ятника всім загиблим дітям, які постраждали на території нашої Харківщини внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України та українського народу. Я доработал эту идею, нарисовал эскиз, придумал такой образ. Мальчик и девочка уже в образе ангелов с обгоревшими крыльями летят высоко в небо. Делается в глине, еще не закончена работа. Потом будет бронза, отлитая из бронзы, и все это будет стоять на больших гранитных плитах. За підтримки громадськості, за підтримки меценатів було вирішено встановити такий монумент у самому центрі незламного Харкова. Ця візуалізація показує, як примерно буде розташований пам'ятник та скульптурне зображення на ньому. Цей пам'ятник маленьким янголам, які, на жаль, не стали дорослими. Наш обов'язок пам'ятати кожного дня, якою ціною кується сьогодні перемога нашої держави над Російською Федерацією та загарбників, які прийшли на нашу з вами землю. В Харькове планируют включить освещение над пешеходными переходами. Город готов включить уличное освещение в полном объеме, но на это необходимо разрешение военных. Сейчас в Харькове проживает более 1 миллиона человек. И вообще в Харькове работают над тем, чтобы после победы возродить город и сделать из него центр индустрии, инноваций и создать условия для развития бизнеса. Город восстанавливают уже сейчас. В частности, только в прошлом году восстановили 66 жилых домов, и работы не прекращаются. Это долгосрочный процесс, но важно не останавливаться, чтобы люди чувствовали и видели, что Харьков работает и живет.